Всех приветствую, обзор, анализ, прогноз криптовалют. Завтра у нас изменяется ставка ФРС, поэтому давайте посмотрим, в каком состоянии крипторынок подходит к данному событию и что нас может ожидать уже завтра вечером. Как вы видите на карте ликвидации, мы собрали первую такую основную массивную волну шортовых стопов. Впереди на уровне в 25300 еще один всплеск этих шортовых стопов. Возможно, мы заберем его уже дорисовывая пятую волну, потому что текущее снижение очень похоже на начало коррекции. Ну а если посмотреть, в каком объеме все эти шорты были собраны, то мы видим очередной пик на перехае цены, который стал ниже предыдущего. Это значит, что еще одно подтверждение получили, что наверх идти все невыгоднее, так сказать, и невыгоднее. Еще один плюсик в копилку того, что на коррекцию нам все-таки нужно сходить. Также хочу порекомендовать вам отличную криптобиржу BinX. У нее сингапурская юрисдикция и нет обязательного прохождения KYC, то есть не нужно подтверждать свою личность документами, что особенно важно для трейдеров из России и Беларуси. Санкции там вас не достанут. Кроме спотовой и фьючерсной торговли криптовалютами с плечом до 125-го, на BinX можно торговать также и Форекс. Это различные валютные пары, также доступны индексы. Самые популярные из них это S&P 500, NASDAQ, Dow Jones. Также есть возможность торговли товарами, к примеру, нефтью, золотом и природным газом. Еще одной интересной особенностью биржи является копи-трейдинг. Если вы не уверены, что сможете самостоятельно торговать, то можно просто выбрать трейдера из списка на платформе, и его сделки будут автоматически копироваться у вас. Ну или если вы гуру трейдинга, то можете сами стать тем, кого будут копировать, и дополнительно зарабатывать еще и на этом. А теперь скажу пару слов о бонусах для тех, кто зарегистрируется по ссылке. В описании будет уникальный кэшбэк в 25% на торговую комиссию на целых 90 дней. Регистрируйтесь по ссылке в описании и торгуйте на бирже BinX. Сегодня последний день января, и завершаем мы первый месяц 2023 года очень позитивно, плюс 38,5% на текущий момент. Это лучший январь за всю историю биткоина. Если же посмотреть, когда в последний раз был рост больше, чем сейчас, это был октябрь 2021 года. Именно в этом месяце мы преодолели в последний раз исторические хаи. В текущем январе уже вряд ли это случится, до перехая еще достаточно далеко, но это неплохой задел на будущее. Если же посмотреть по кварталам, то первый квартал 2023 года, пока это и есть январь, потому что прошел всего лишь один месяц, и в том же 2021 году первый квартал, то есть январь-февраль, март был с ростом в более чем 100%. Посмотрим, перебьет ли он и этот рекорд в этот раз. Одна интересная новость вышла, которая заставила подрасти Dogecoin. СМИ сообщили о подготовке Twitter к интеграции криптоплатежей. Twitter ожидает одобрения от регуляторов на внедрение платежей, включая криптовалютные, в обозримом будущем. Twitter подали заявку на лицензию в разработке соответствующего программного обеспечения. Инициатива реализуется компанией в рамках плана Илона Маска по превращению Twitter в суперприложение. На первом этапе планируется внедрение фиатных валют, но уже сейчас закладывается возможность того, чтобы в последующем внедрить и криптоплатежи. На этом, естественно, подрос Dogecoin, так как данная валюта является фаворитом у Илона Маска. И если уж и внедрять криптоплатежи, то начинать именно с собачьих монет. Насыщенная событиями неделя. Именно так можно назвать неделю, которая завершает январь и начинает февраль. Уже завтра, 1 февраля, в среду, у нас будет заявление FOMC, пресс-конференция FOMC и решение по процентной ставке ФРС США. На данный момент процентная ставка составляет 4,5%, прогнозируемая величина 4,75%. То есть увеличение на 0,25%. Это практически минимальный шаг на увеличение. Лично я считаю, что не будет никаких неожиданностей, как минимум негативных, то есть не будет повышения на 0,5. Есть даже очень хорошая вероятность того, что повышения вообще не будет. Если действительно процентную ставку не повысит, в следующем видосе я расскажу, на чем я основывал свои предположения, но все-таки увеличение на 0,25 более вероятно, так как это уже заложено в цене и никаких потрясений не будет, если все случится именно так. Важнее здесь послушать и почитать, что будет оглашено на пресс-конференции FOMC уже после повышения процентной ставки, какую риторику займет Джером Пауэлл и куда они планируют дальше двигаться. Кроме этого, завтра же 18:30-18:00 будет много экономических показателей оглашено: запасы сырой нефти, число открытых вакансий на рынке труда, индекс деловой активности в производственном секторе, изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе. Ну и в последующие дни также ожидают нас
нас важные данные. Как всегда, по четвергам у нас число первичных заявок на получение пособия по безработице. В пятницу изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе за январь. Также будет оглашен уровень безработицы. Повышенная волатильность, я думаю, нам будет обеспечена в ближайшие дни. Теперь посмотрим, что у нас происходит на графике биткоина. Опускаясь на таймфрейм в час, мы видим, что предположение о перехае у нас отработало. Собрали первую зону на карте ликвидаций, которую мы смотрели в начале видео. Выше за второй зоной пока не пошли. Разворот вниз на коррекцию мог быть как и после сбора первой зоны, так и после второй. Решили собрать только первую, поэтому можно предположить, что здесь рост уже мог быть завершен, и сейчас мы вполне возможно можем развивать уже коррекцию в рамках четвертой волны вот этой более старшего порядка. После последнего роста у нас зона оптимальная для коррекции немного поднялась выше и сейчас находится верхняя грань этой зоны на уровне примерно в 21100, в районе вот этой проторговки. Рост мы завершили на дивергенциях по объему, по индикатору, поэтому это было более чем ожидаемо всеми. Все видели затухание импульса. Сейчас важно последить, насколько дадут скорректироваться биткоину, потому что до этого коррекции были выкуплены моментально и проходили в таком горизонтальном положении, практически не опускаясь в предыдущие зоны проторговки. Кстати, вполне возможно, что на оглашение процентной ставки, если произойдет что-то неординарное, либо будет сказано что-то необычное, очень уж ястребиное, цена как раз и может сходить в более глубокую коррекцию, после которой нас ожидает еще одна волна 5, как минимум к предыдущим максимумам. Пока основной сценарий движения биткоина для меня именно такой. Давайте посмотрим эфириум. Здесь у нас ситуация немного другая. Если биткоин сделал последним движением перехай, то эфириум продолжает боковую такую коррекцию. На данный момент оптимальная зона для коррекции без изменений находится верхняя грань этой зоны на уровне 1480. Вот это движение можно интерпретировать как укороченную пятую волну. Если проводить аналогии с движением биткоина, то вполне здесь также может быть завершено восходящее движение в рамках пятерки в тройке и коррекция вниз. В любом случае нужно будет последить, как будет вести себя график после всех этих экономических показателей и как будет сформирована текущая коррекция. Вполне возможно, данное движение в последующем будет укладываться в усложнение коррекции лишь вот в этой четвертой волне. Однако для меня основной сценарий, как и по биткоину, это с большей вероятностью движение вниз в рамках коррекции в четверке. Как у нас себя чувствует индекс доллара, давайте глянем. И мы видим, что он показывает движение наверх и куда мы можем прийти. Давайте определим. Неплохой уровень поддержки сопротивления у нас находится в районе 104. Здесь мы останавливались. В предыдущие разы данный уровень неплохо придерживал движение. Поэтому давайте я вот эту стрелочку перерисую. Первая цель это у нас на уровень 104. И дальше снижение вниз. Движение наверх здесь очень сильно напрашивается. Индикатор здесь это подтверждает. Дивергенцию мы видим. Давно не корректировались. Теперь посмотрим S&P 500. Здесь у нас также предполагался пробой вот этой вот нисходящей трендовой линии. Затем тест сверху вниз, что в принципе и происходит. Все это укладывается в рамки сценария. Пробой и тест. Сейчас как раз таки мы снижаемся. Рисунок обновлять не буду, так как структура по-прежнему идет так, как и планировалось. Пробой и тест нисходящий трендовый. По моему сценарию нисходящее движение S&P 500 должно остановиться на этой трендовой, затем произойти разворот и дальнейшее движение наверх, параллельно с ростом биткоина и падением индекса доллара. На сегодня все. Подписывайтесь на канал, на телегу, регистрируйтесь по ссылке в описании на бирже BinX. Всем удачной торговли и счастливо!